чему ведут перемены в вашей судьбе, в вашей жизни. Здравствуйте, меня зовут Юля, и я рада приветствовать вас на своем канале. Благодарю за лайки, благодарю за комментарии. Без этого никак не буду начинать. Благодарю за то, что финансируете этот канал. Я вижу, что моя работа вам нужна, то, что самое лучшее проигрывается в ваших жизнях. А еще я заметила, что когда вы присоединяетесь к нашему каналу, к нашему комьюнити, у вас меняются жизни. Это проверено, и меня это очень-очень радует. Смотрите, какая нам карта выпадает. Увеличивается, сейчас скажу, наполненность, да, вы становитесь немножечко другими, но жизнь меняется в лучшую сторону. Я вижу, мои дорогие, у вас это происходит, я читаю комментарии, это просто волшебно, замечательно. Благодарю за то, что развиваете, за то, что то, что делаете в сторону моего канала, пускай вам воздастся в разы больше. Я точно в это верю и прошу об этом Вселенную. Итак, мои хорошие, смотрим. Сегодняшняя тема. Повороты судьбы, да, к чему ведут перемены? Была какая-то ситуация, или же сейчас она есть, но этот период, он заканчивается, вот-вот закончится, либо вы уже перешагнули его, и это остается в прошлом, когда вы чувствовали себя как в замкнутом пространстве. Вы не могли, вы были обездвижены. То есть ситуация, которая вами владела, буквально она владела вами, но не вы ею. Вы не могли контролировать. Вы были буквально пленником какой-то ситуации, пленником событий, происходящих вокруг вас. Но, смотрите, резко в вашей жизни проливается свет на какую-то ситуацию. Резко в вашей жизни буквально резкий квантовый скачок. Здесь реально квантовый скачок показан. И вы понимаете, что судьба буквально дарит вам, одаривает всеми благами. Смотрите, здесь, может быть, у меня на дно колоды упал взгляд, проиграется встреча, либо каким-то образом может, да, встреча с мужчиной, но тут по большей части говорят изначально с человеком. Какой-то человек появляется в вашем пространстве. При встрече вы понимаете, что его появление является собой некий дар судьбы. Будто бы фортуна начинает на вас изливать весь свой рог изобилия. Причем резко, да, из карты, когда полностью замкнута, непонятная ситуация, вы закрыты, вы вот полное такое, знаете, уединение сам с собой. Вам тяжко, грустно, тяжело, больно, закрыто, мрачно. И резкий скачок. Буквально просветление. Самый темный период жизни вы проживаете, и тут происходит некий квантовый скачок. Это происходит благодаря чему-то, изначально благодаря чему-то, да, это уже как последствие появления человека, но изначально это изменение вашего мышления. Происходит глобальное изменение вашего мышления. Вы будто бы что-то принимаете для себя, вы будто бы что-то поняли, вы понимаете, что нужно каким-то образом по-другому действовать, да, либо вообще просто приняли эту ситуацию внутри себя. И только после этого происходит вот такой вот резкий квантовый скачок. Тогда, когда вы практически не ждете, вы будто бы переходите в другое измерение, с темной на светлую сторону. Да, но изначально вы получаете утешительное известие. Все четко. Утешительное известие о том, что в вашу жизнь как раз будут входить вот такие вот события. Вот такие события. Касательно чего подсказывать? Да, возможно, кстати, мужчина появляется в вашем пространстве. Кто он для вас? Кто это такой мужчина? Кто такой мужчина? Ух ты! Вы знаете этого мужчину. Для кого-то это может проиграться, возможно, бывший супруг, то есть тот человек, с которым вы вообще разошлись. Или человек, которого вы знаете,
и осуждали, возможно, в прошлом. То есть тут человек может быть как ваш бывший супруг, так и просто партнер, с которым вы общались, и который повел себя довольно, ну, по-вашему, некрасиво. А что ж там было? Что ж было на самом деле? А он запутался. Во-первых, вокруг него были люди, которые, как интересно здесь говорят, мужчина из ваше пространство. Здесь показан пожилой мужчина, но нет. Это просто как мужчина, не, я так скажу, не совсем главный в вашей жизни. Так здесь обозначен у меня в раскладах, это так. И я вижу такой поток. В чем причина? В чем причина его отсутствия в вашем пространстве в некоторое время? Естественно, у вас был такой процесс не очень хороший, когда вы разошлись, и абсолютно непонимание вашей ситуации, да, что происходит. То есть вы будто бы закрыты были в блоке от любой информации с его стороны. Что там у него, как у него идет процесс, почему он резко удалился. Хотя вы где-то понимали, но тут такое, знаете, как ложное представление было, как оказалось. Почему? То есть, грубо говоря, вы думали, что человек вас обманывал, но здесь говорят, что вы не обладали полностью всей информацией. И всю информацию вы узнаете позже. Позднее узнаете информацию о том, что человек был, знаете как, будто бы, в кавычках сначала говорю, арестован. Такое слово пришло, значит пришло, да, то есть тут не просто так эти арканы выходят, самой ситуацией. Здесь ситуация касательно денег могла быть, либо любой стабильности, которая в его жизни была важной на тот момент. Фальшивая персона говорит о том, что в его пространстве были люди, которым нужен он был, просто как человек, нужный в их пространстве. Вот так, да, то есть для чего-то, для каких-то целей его использовали совсем незнакомые, возможно, даже вам люди. Но для него это могли быть и родные его, и друзья, которые предложили ему что-то взамен. Человек запутался реально, но сейчас видит дорожку и выходит на какой-то другой путь, и вы его встречаете в своем пространстве. Давайте смотреть дальше. То есть изначально тут какой-то денежный такой момент. Хорошо. И что же он вам несет? Любовь. Что он хочет от вас такое? Вам будет тяжело вообще сделать какой-то процесс осознания, потому что тут не один мужчина. Здесь будет двое мужчин. Поэтому показали изначально молодого человека, который появляется в вашем пространстве как бывший, да, и здесь проигрывается, скорее всего, это как новый, вы его знаете хотя бы. Победа. Что нам о нем расскажут? Ага, здесь было расстояние с каким-то человеком. Вы этого человека тоже ждете. Возможно, вы первого уже и не ждали, и не ждете. Но смотрите, вот этот верхний ряд, который выпал раньше, говорит о двух событиях. Сразу, первое событие, которое произойдет в хронологическом порядке, может быть появление одного мужчины. Далее проявление второго мужчины. Здесь явно проигрывается два персонажа. Я вижу, что в наших раскладах это уже зачастившая ситуация, когда два персонажа. Человек, находящийся от вас далеко, на расстоянии, вообще победитель по жизни. Здесь мужчина такой богатый. В вашем пространстве богатый мужчина, в вашем пространстве, я вижу даже с каким-то предложением. Похоже даже, знаете, на какое-то сотрудничество. А с чем же он идет? Все, что вам хотят сказать, вы знаете, как все зависит от встреч. Встреч именно с людьми, значимыми в данный момент в вашей жизни. Человек, которого вы ждали издалека, человек вообще может быть и с другой стороны. Это мужчина, ну вот смотрите, вот тут у многих может даже как-то
Ну, не у многих, но у кого-то может даже совпасть внешность, потому что тут, ой-ой-ой, у меня здесь прям отсвечивает красиво так. Вот, посмотрите, может, мужчина как раз похож на этого. Такой весь с иголочки одет, красавчик, с уверенным взглядом, с уверенной походкой, ценит время. Здесь такая победная ситуация, и вам говорят, что этот человек, предлагая что-то, несет в ваш мир большие изменения. Это то, чего вы давно ждали. Это ваша победа. Ваша победа в ситуации, в данной загаданной вами ситуации. Что же этот человек, да, вот вам несет? Перемены, предложения, победу. Что это значит? Все же нам говорят, что все вы узнаете на встрече. Все равно это будет большущее для вас такой выигрыш. Удачное стечение обстоятельств, может быть, да, то есть вот вы оказались в нужное время, в нужном, такой нужный процесс запустили. На встрече вы узнаете все. Это будет очень удачная встреча, во-первых, для вас. Что же это? Что же это такое все-таки? Ситуация, которая очень трудной была, решить ее было очень нелегко. Вы доходили до отчаяния. Но здесь новый просвет будет. Как-то по-новому взгляните вообще на эту ситуацию, по-новому взгляните на происходящее событие, на вообще само состояние ваше изменится, будет совершенно другим. Совершенно другим. Хорошо. Перемены в вашей жизни. Что же это такое? К чему ведут перемены? И итог. Я бы хотела посмотреть сам итог этих перемен. Итог этих перемен. Так, смотрите. Во-первых, пункт А. Вы заморочитесь некоторой такой проблемой для вас. Вы считать будете эту проблему, которая встанет у вас. Тут какой-то может быть выбор. Предложение, которое вы получите, буквально введет вас в такое обездвиженное состояние. Вы подумаете, что все, что по сути, вот я хотела получить какой-то подарок, да, от судьбы. Я его получила, но не в том виде, который я хочу. Вот как-то так. Вы поймете, что совсем не то, что вы хотели. Но тут говорят о том, что вот зря вы заморачиваетесь, зря вы так прям убиваетесь. И что же это? Что же это? А на эту ситуацию влияет, естественно, лицо в вашем пространстве, либо в пространстве мужчины, но оно теперь касается и вас. Здесь какие-то официальные бумаги могут быть, либо что-то связанное с билетами, вот что-то такое, что официально заполняемый документ. Что-то связано с обществом людей. И вам нужно будет принять это решение. Но тут, в принципе, вам говорят, что это все ваши какие-то, страх, который нужно просто переступить. Хорошо. А что же нужно сделать? Я тут вижу, знаете как, довериться происходящим событиям, убрать вот эту тяжесть. Вы уже привилегированная особа, здесь говорят. Вы уже на пьедестал всходите. Просто не стройте сами себе ограничений. Просто распланируйте. Просто распланируйте ваши последующие действия. И то это, знаете, как говорят, только ради того, чтобы вы были спокойны. Это то, что вы хотели получить. Вы буквально рисовали это будущее. Подарок, мужчина. Ну, посмотрите. О, Боже. Подарок, мужчина и свадьба. Ну, смотрите, здесь свадьба не может
конечно же, не проиграться, как сама свадьба. Но здесь соединение, да, союз двух людей. Мужчина, подарок. То ли мужчина сам как подарок, то ли мужчина готовит вам некий подарок, в ваше пространство входит то, что вы хотели. И вот эта напрасная замороченность вами, ваша, да, от которой вам захочется подумать, погрузиться в свои мысли. Ну, погрузитесь, говорят вам, ну, постройте план действий, да, для того, чтобы вы были спокойны. Но это важно, конечно же, да, то есть обезопасить какие-то тылы. Но здесь говорят о том, что в вашем пространстве все-таки человек, который несет добро, и здесь некий подарок. То есть в этой странной обертке, непонятной для вас ситуации, кроется что-то хорошее, нужное для вас. А вот и сами перемены. Перемены в вашем пространстве. Здесь вообще перемещение вам показывают. Перемены в вашем пространстве. Перемещение в другую страну, в другой город, в другую квартиру, в другой дом. Здесь идет перемещение. Возможно, это как путешествие, то есть как временное перемещение туда и обратно. А возможно, и полностью переезд. Для кого как. Для кого как. Хорошо. Я бы хотела уточнить. Я смотрю просто оставшиеся карты. Официальное лицо, гроб и дом. А что нам хотят сказать? Это как, знаете, как вот что-то на подсознании такое остается. Интересно. Тут что-то закрыто для вас будет. Некая официальная информация, может быть, либо официальная ситуация, люди. От вас могли что-то скрывать, но что-то связанное с домом. Тут решается проблема какая-то. Решается какая-то проблема, причем на ура, будто бы судьба сама. Вот эти кости кидает, и там 6,6 получается. Как это называется, да, когда 6,6? Это о ситуации, связанной, я вижу, тут дважды выпадает, да, тут о ситуации, связанной с домом. И что же? То есть ситуация, которая для вас была закрыта ранее. А что с этим домом? Интересно, это у многих проиграется так, или здесь только для какой-то части? Я почему-то чувствую, что здесь все-таки не у всех. Давайте посмотрим. Заякориться, лилии. Ну да, это то, о чем вы мечтали. Здесь реально ваша ситуация выводится на какой-то более высокий в такой уровень. Это ваши мечты сбываются. Вы мечтали о доме, получили дом. Да? Вы мечтали о стабильности, например, или получили стабильность, или и то, и другое. Потому что дом здесь проигрывается как стабильность, по большей части. Как стабильность. Хорошо, я бы хотела еще посмотреть, что нам скажет Ленорман на всю эту красоту. Что скажет Ленорман? Благодарим эту колоду Кипер. Посмотрим на Ленорман. Куда ведут перемены вас? Ох, как похоже. Смотрите.
действительно говорят о том, что да, ситуация была сложной, как крест какой-то у вас был, да, то есть какая-то карма, что-то неподъемное, то есть то, что вы не могли изменить. Вы чувствовали себя просто тяжело. Ситуация, которая не могла никак разрешиться долгое время даже. Но вы находите мостик и приходите к решению проблемы. Здесь вообще какая-то действительно закольцованная ситуация была, но решение будет. Это хорошая карта, вы будто бы налаживаете с кем-то мосты, что-то решаете. Ситуация выводится на другой уровень. Это довольно-таки, знаете, какая-то старая ситуация, которая на протяжении всей вашей жизни вот присутствовала. Некий крест, который вы несли с собой. А с чем это связано? Что это за крест такой у вас был? Что-то связанное с семьей. Мужчина, либо значимая личность в вашем пространстве, которая присутствовала. Мужчина этот может быть ваш родственник, потому что здесь идет карта дерева. Запутанная какая-то ситуация, но вы будто бы под лупой рассматриваете ее. Крест тоже. Здесь связка идет семейная, какая-то родовая, я бы сказала. Но вы находите правильное решение. И находите его вы. Для вас будто бы высшие силы просто открывают эту информацию, открывают что-то, открывают путь. И выводят вас из лабиринта. А что это касательно человека? Тут запутанная какая-то ситуация, связанная с... Тут может быть проигрываться ваш отец, дедушка, значимый какой-то мужчина, либо просто очень влиятельное лицо, исполняемое такое мужские обязанности покровителя в семье, глава семьи может быть там. Что здесь может быть? Время, союз, дом. Так, тут что-то касательно дома все-таки. Что-то касательно дома. Прошло время, действительно, время вылечило вот эту ситуацию, карму вы свою прошли, крест сдали, пошли без него. Тут, в принципе, идет на то, что в этой ситуации, в какой-то очень тяжелой, ну, грубо говоря, вы свою карму выдержали, спокойно донесли свой крест, избавились от него, и сейчас ситуация, смотрите, как выруливается хорошо. Прошло время. Время вылечило эту ситуацию. И вы приобретаете жизнь приобретает другие краски. Стабильность выходит на первый план, и в вашем пространстве просто все стабильно становится. Это может быть действительно наличие дома, собственного жилья. Эмоциональная, да, стабильность. Вы выходите, возможно, что-то со здоровьем могло бы было быть, да, то есть вы выходите в эту стабильность. Жизнь играет абсолютно другими красками, и время вылечило именно эту ситуацию. Но здесь влияние третьих лиц, ну, никуда же без них. Они как крыски, бывают так, что люди, действуя в своих интересах, портят что-то другим людям. Ну, не без этого. Но вы четко выдержали свою карму. Хорошо. Хорошо, давайте смотреть. И это событие тоже связано с людьми, да, которые были вот по Киперу там. Я вижу, что все-таки ситуация очень похожа. Либо как продолжение. Хорошо. Хотим дальше услышать. Рассказывайте нам, пожалуйста. Повороты какие, перемены. И что они принесут, эти перемены. Куда приведут перемены. Ну, смотрите, тут можно заканчивать и делать скрин, потому что время вылечило и эту ситуацию, и вообще ваше сознание, да, вы стали более осознанной, интересной, и вы были интересной личностью, потому что такой крест, да, вот нести и знать, что
нужно, да, это делать. И, возможно, ситуация, которую вы не могли просто изменить, но вы четко следовали своему жизненному плану, своим правильным жизненным принципам и вышли. Это исполнение желания идет. А вы выходите на более высокий, элитный такой уровень жизни. А здесь можно смело делать скрин вот именно этого всего. Тем более, смотрите, еще и карта сердца. В вашей жизненном пространстве действительно появляется ситуация, которая наполняет вас. Карта звезды, ваше будущее, то, о чем вы мечтали. Что-то недосягаемое оказалось. Все-таки вы получаете это. По карте солнышко вы получаете это. Вы получаете это. Да, карта гроб говорит о том, что действительно ситуация для вас была очень такой, неправильной. Вы не понимали, насколько вообще долго это будет продолжаться. Казалось, что все вот так обреченно и будет. Но нет же, вам говорят о том, что все-таки выводится все на светлый путь, ваша жизнь улучшается. Вот такие моменты. Ну что ж, мои дорогие, я бы хотела на вот таком прекрасном раскладе из этих 4 карт остановиться. И пускай вот даже эта ситуация, когда вы прошли свой путь, неся свой крест, с достоинством, вы его прошли, карма закончилась, да, и все-таки судьбоносные теперь перемены произошли в вашей жизни, когда жизнь улучшается, приобретает новые краски после самого темного времени суток. А времени вообще в вашей жизни наступает светлая, яркая, красивая полоса. Буду прощаться с вами. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.